После распада Советского Союза Россия активно сотрудничала с Западом. В 1994 году страна начала участвовать в программе НАТО «Партнерство ради мира», а в мае 1997 года был подписан основополагающий акт «Россия-НАТО» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, после чего создан совместный постоянный совет. Согласно основополагающему акту, Североатлантический альянс принял обязательство не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. Однако уже спустя 2 года началось активное расширение НАТО. В 1999 году в альянс вступили Венгрия, Чехия и Польша. В 2004 году страны Прибалтики, Болгария, Румыния, Словения и Словакия. Помимо этого, в 1999 году НАТО провела бомбардировки Союзной Республики Югославия, против чего выступала Россия. В те времена Китай находился в международной изоляции после событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года и не имел стимулов сотрудничать с Западом. Наблюдая за хаосом, начавшимся в России после распада СССР, Китай избрал другой путь развития. Не меняя свою политическую систему, Пекин либерализовал рынки, привлек иностранных инвесторов и превратился в мировую фабрику, что привело к крупномасштабной урбанизации, развитию инфраструктуры и экономическому росту без ослабления власти коммунистической партии. В конце 1990-х годов Китай и Россия стали выступать с совместными внешнеполитическими заявлениями. В 1997 году они представили в ООН совместную декларацию о многополярном мире и установлении нового мирового порядка, что стало первым свидетельством непринятия Москвой и Пекином международной системы, в которой доминирует Запад, и их стремление изменить ее, вернув себе право голоса. В 2001 году страны подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором заявили об отношениях, основанных на невмешательстве во внутренние дела друг друга, равенстве и взаимном уважении. Кроме того, в 2004 году Российская Федерация передала Китаю 340 квадратных километров спорных территорий, а КНР в ответ заявила об отсутствии территориальных претензий к России. Страны выступают в поддержку многополярного мироустройства с ключевой ролью ООН, в которой они обладают правом вето, так как являются постоянными членами Совета Безопасности. В 2003 году КНР и Российская Федерация выступили в ООН против войны в Ираке, а в 2011 году критиковали интервенцию НАТО в Ливию, которая привела к дестабилизации региональной ситуации. Помимо этого, страны периодически принимают друг у друга модели обеспечения стабильности внутриполитической ситуации. Например, в Китае был принят закон, ограничивающий деятельность неправительственных организаций и их возможности получения иностранного финансирования. Однако в современных российско-китайских отношениях существует потенциал для столкновения интересов. Давайте рассмотрим, как это происходит в странах Центральной Азии. Центральная Азия – это регион, который включает в себя Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан. По данным таможенной службы КНР, за 2019 год товарооборот с 5 странами Центральной Азии составил более 46,35 миллиарда долларов, а объем накопленных прямых китайских инвестиций составил 14,7 миллиарда долларов. В 2013 году этот показатель был на 40% меньше – 8,9 миллиарда долларов. Интересы Китая в Центральной Азии связаны с 3 основными особенностями региона. Во-первых, регион выступает в роли буферной зоны между Афганистаном и нестабильным Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Во-вторых, страны Центральной Азии богаты природными ресурсами, и Китай, как самый крупный потребитель нефти и газа, не может игнорировать энергетическую ценность региона. В-третьих, регион расположен в центре Евразийского континента и имеет потенциал превратиться в транзитный сухопутный узел в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». В Центральной Азии Пекин придерживается 3 основных правил: не вмешиваться во внутренние дела стран, делать упор на экономическое сотрудничество и стремиться поднять свою репутацию.
Для стран региона Китай оказался удобным партнером, так как в обмен на активное экономическое сотрудничество требовал лишь приверженности принципу единого Китая и борьбы против трех зол – терроризма, экстремизма и сепаратизма. В свою очередь, Москве отводится роль военного балансира в регионе. Руководство стран Центральной Азии хотят сохранить влияние России для противовеса китайским интересам. Получается формула: Китай преимущественно отвечает за развитие экономики и добычу ресурсов, а Россия остается главным гарантом безопасности в регионе. Пока что это устраивает обе страны. Россия признает экономическое превосходство КНР в регионе, а Китай не стремится создавать в Центральной Азии зону своего исключительного преобладания. Этому есть причины. Например, сохранение своего влияния в Южно-Китайском море для Пекина гораздо важнее, чем проецирование своего могущества в Центральную Азию. Вместо этого Китай стремится создать зону стабильности вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района, 47% населения которого составляют мусульмане-уйгуры. Кроме того, из-за структуры своей экономики Россия не может быть конкурентом Китая в регионе. Скорее, Москва конкурирует со странами Центральной Азии за выход на нефтегазовые рынки КНР. Помимо этого, у Пекина, в отличие от России, нет инструментов политического влияния на страны региона. Напротив, Россия, благодаря связям между элитами, общей историей и влиянию на общество, сохраняет свой политический авторитет. Китайские компании активно работают на территории Центральной Азии, где занимаются строительством и развитием инфраструктуры. В этой сфере трения между КНР и Российской Федерацией практически отсутствует. Несмотря на то, что российские компании тоже заинтересованы в центральноазиатских инфраструктурных проектах, в этом секторе уже много компаний из Японии, Южной Кореи и Турции, многие из которых более конкурентоспособны, чем их российские коллеги. Кроме того, на данный момент у России нет необходимого количества средств для реализации очень масштабных проектов в Центральной Азии. Развитие инфраструктуры региона отвечает логике китайской инициативы «Один пояс, один путь», проекта, направленного на создание транспортных и экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки с китайскими рынками. В рамках этого проекта Китай не заботится о краткосрочной прибыли и, по некоторым данным, может потерять до 30% своих региональных инвестиций в Центральноазиатском регионе. В 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о гармонизации инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, созданной в 2014 году под эгидой России Организации региональной экономической интеграции, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Изначально ЕАЭС был инструментом укрепления экономического влияния Москвы в соседних государствах. Однако после присоединения Крыма в 2014 году и последующих западных санкций Россия столкнулась с экономическими проблемами. Девальвация рубля привела к сокращению денежных переводов трудовых мигрантов, приехавших из Кыргызстана на заработки в Россию. Помимо этого, конкуренция со стороны российской нефти и продовольственных продуктов не нравится Казахстану, что тормозит эффективное развитие ЕАЭС. Говоря о Центральной Азии, стоит отметить, что Таджикистан и Туркменистан остаются равнодушными к организации. Кроме того, координация ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» является довольно сложным процессом, так как китайская инициатива – это план по объединению нескольких рынков, в то время как ЕАЭС – это попытка создать единый закрытый рынок. Кроме того, страны Центральной Азии обычно заключают соглашения по проектам, связанным с «Один пояс, один путь» на двусторонней основе, избегая участия Москвы, которая настаивает, чтобы такие соглашения заключались в рамках ЕАЭС. Давайте посмотрим, как обстоят дела в двусторонних отношениях Китая со странами региона. Казахстан занимает важное место в проекте «Один пояс, один путь». Его расположение в центре Евразии
делает страну самым важным центральноазиатским транзитным государством для соединения китайских рынков с рынками в Европе и на Ближнем Востоке по железной дороге. Кроме того, казахстанский маршрут гораздо стабильнее, чем альтернативные транспортные маршруты, например, китайско-пакистанский экономический коридор. Кроме того, «Один пояс, один путь» отвечает интересам казахских властей, так как дополняет казахстанскую инфраструктурную инициативу «Нурлы-Жол». В 2017 году общий объем китайских инвестиций в Казахстан составил 42,8 миллиарда долларов, а кредиты, предоставленные стране, превысили 50 миллиардов долларов. По состоянию на 2019 год в Казахстане зарегистрировано 2500 предприятий Китая, среди которых 1,1 тысячи действующие. Также на территории страны функционируют 3 китайских банка: Алтынбанк, Bank of China Казахстан и Торгово-промышленный банк Китая. Помимо этого, Китай продвигает железнодорожное сообщение с Казахстаном. Ворота в Казахстан находятся на северо-западе Китая, в городе Алашанькоу, который рассматривается КНР как один из важных опорных пунктов центрально-азиатской ветки «Один пояс, один путь». Население Алашанькоу за последние 5 лет увеличилось втрое, а в 2016 году в Европу через этот город проследовало 1220 поездов. Существует и второй сухой порт – китайский город Хоргос, который в 2018 году ежемесячно обслуживал 65 поездов. Однако количество грузов, следующих транзитом через Хоргос, не сильно больше, а рентабельность проекта пока что остается неясной. Дело в том, что Китай предоставляет огромные субсидии для транспортировки контейнеров через Алашанькоу и Хоргос, иногда до 40% от стоимости товара, чтобы сделать железнодорожные перевозки альтернативой морским маршрутам. Хотя доставка товаров по рельсам и сокращает маршрут 2 раза, пока что без субсидий правительства КНР она остается менее выгодной, чем транспортировка морем. Необходимо отметить, что объем госдолга Казахстана перед Китаем превышает 12 миллиардов долларов, а в 2019 году страна оформила кредит еще на 300 миллионов долларов. В середине 2000-х годов Москва стремилась сорвать планы Запада по строительству трубопровода через Каспийское море для транспортировки туркменского газа в Европу. Тем временем с востока пришел Китай и стал для Туркменистана основным рынком газа и основным источником иностранного капитала. В 2007 году Китайская национальная нефтегазовая корпорация получила лицензию на разведку и добычу газа в Туркменистане и до сих пор остается единственной иностранной компанией, когда-либо приобретавший такие права. Стоит отметить, что у «Газпрома» с Ашхабадом существуют ценовые споры. В 2016 году из-за этого «Газпром» расторг с Туркменистаном 25-летний контракт. Пока стороны судились и договаривались о цене на газ, почти 80% туркменского экспорта стоимостью 8 миллиардов долларов было направлено в Китай. Интересно, что по данным таможенной службы КНР за 2016 год Пекин закупал туркменский газ в 3 раза ниже рыночной цены. По состоянию на 2019 год суммарный объем поставленного из Туркменистана в Китай природного газа достиг 252 миллиардов кубометров. Кроме того, КНР запустил в Туркменистане газопровод, который начинается с правого берега Амурдарьи, проходит через Узбекистан, Казахстан и заканчивается в Хоргосе, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Всем привет! Большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете каналу. По ссылке в закрепленном комментарии за небольшую плату вы можете получить доступ к эксклюзивным стримам. Дипломат объяснит, что происходит в отдаленных частях планеты и почему эти процессы очень важны для остального мира и в частности для России. Кроме того, вы можете получить чек-лист с самыми нужными материалами по международным отношениям, а также многие другие бонусы. И приезжайте к нам. У нас не заходит солнце. Несмотря на то, что Россия является основным партнером региона в военно-технической сфере и располагает военными базами в Таджикистане и Кыргызстане, Китай тоже выстраивает военно-техническое сотрудничество с центральноазиатскими странами, пытаясь избегать возможных трений с Москвой.
В 2019 году газета «Вашингтон-Пост» заявила о том, что Китай построил военную базу в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана недалеко от границы с Афганистаном и КНР. По словам журналистов, они поговорили с китайскими солдатами, которые сообщили им, что находятся на базе уже 4 года, а Китай с помощью нее тайно выполняет операции по обеспечению безопасности в Афганистане. Стоит сказать, что официально это пограничная застава таджикских войск, построенная на китайские деньги. Соглашение между правительствами Таджикистана и Китая о строительстве 7 пограничных застав и тренировочных центров на таджикско-афганской границе было подписано в 2016 году. Китайцы выделили гранты и построили 3 комендатуры, 5 пограничных застав и постов, учебный центр. Кроме того, замеченные журналистом Вашингтон-Пост на таджикско-афганской границе солдаты – это представители Народной вооруженной милиции Китая. Это внутренние полувоенные китайские формирования, которые являются аналогом Росгвардии. В мирное время они занимаются охраной правопорядка и противодействием терроризму. С 2002 года КНР проводит военные учения с участием армий стран Центральной Азии. Первые двусторонние учения Народно-освободительная армия Китая провела с Кыргызстаном в октябре 2002 года. С 2003 по 2016 год состоялось 39 совместных военных учений китайской армии с военными подразделениями стран Центральной Азии. Больше всего с приграничными Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. В 2019 году КНР запустила новый вид учений – «Сотрудничество 2019» между полувоенными формированиями стран. В мае с Национальной гвардией Узбекистана, а в августе с Киргизской Нацгвардией в Урумчи. Сегодня КНР – это крупный производитель и экспортер вооружения. Китайские боевые беспилотники Винг-Лунг-1 Авик состоят на вооружении Узбекистана и Казахстана. Таджикистан закупал китайские бронеавтомобили и патрульные машины. Туркмения – ракеты наземного базирования, переносные зенитно-ракетные комплексы третьего поколения QW-2 и мобильные радиолокационные станции боевого режима. Китай также предоставляет государствам Центральной Азии военно-техническую помощь. Прозрачной и официальной статистики по ее масштабам нет, и судить об этом можно только по сообщениям СМИ. С 2014 по 2017 год Кыргызстан получил $30 миллионов на модернизацию вооружений и строительство жилья для своих военных. В 2015 году Китай на безвозмездной основе передал Казахстану 30 тягачей «Дзефан» и 30 большегрузных прицепов стоимостью $3 миллиона. В 2016 году Китай безвозмездно передал Душанбе $19 миллионов на строительство Дома офицеров. Китай – важный инвестор в регионе. Но вместе с ростом совместных проектов растут и долги Центральной Азии. В зоне риска находятся Кыргызстан и Таджикистан. Долг Бишкека перед КНР составляет 45% от всех внешних займов Кыргызстана – $1,7 миллиарда. У Таджикистана – 1,2 миллиарда – 52% от всех внешних займов. Долги этих двух стран перед Китаем уже составляют более 20% их ВВП. В других государствах региона ситуация чуть лучше. Туркмения должна Китаю 17% своего ВВП, Узбекистан 16%, а Казахстан 6,5%. Таджикистану уже сейчас сложно обслуживать свои кредиты, и руководство страны ищет выход из ситуации. Крупная китайская компания Тибеа получила право добывать золото из рудников Восточный Дуоба и Верхний Кумарк до тех пор, пока страна не возместит потраченные в 2016 году на строительство ТЭЦ Душанбе-2 $331 миллион, полученные от Экспортно-импортного банка Китая. В общей сложности более 80% золоторудных месторождений в Таджикистане разрабатывается китайскими компаниями. А в 2011 году Таджикистан под предлогом демаркации границ отдал КНР 1% своей территории. На фоне этих событий антикитайские протесты в Центральной Азии стали обычным делом.
Только за последние 2 года в регионе было более 40 митингов против китайской экспансии. Претензии к Пекину у протестующих самые разные – от передачи земли в долгосрочную аренду до преследования мусульман в Синьцзяне. Объединяет эти протесты то, что те, кто выходит на улицы, выступают не только против китайцев, но и против местных элит, которые якобы продались Пекину. Оны өзіміздің қара көздеріміз салмайды. Оны салатын Қытайлар болады. 56 зауытқа әрқайсысына бірнеше мың Қытайдан келеді десеңіздер, жүздеген мың Қытай қазір Қазақстанға ағылайын деп отыр. Данные Центральноазиатского барометра за последние 3 года подтверждают, что недовольство КНР растет. К Китаю отрицательно относятся 35% опрошенных в Кыргызстане, 30% в Казахстане. Кроме того, по опросам видно, что в Узбекистане все больше беспокоится по поводу роста госдолга перед КНР и передачи китайцам земли в аренду. Однако страны Центральной Азии продолжают брать у Китая кредиты. Дело в том, что у него их получить гораздо проще, чем, например, у европейских и американских банков. В отличие от Запада, Китай не пытается реформировать внутреннее устройство стран региона. В свою очередь, западные организации не выдают кредиты странам, где, по их мнению, отсутствуют демократические институты, независимая судебная система и соблюдение прав человека. Китай никогда не диктует свои условия. Китай не говорит: живите, как мы живем, как Запад нас учит всегда. Мы тебе будем помогать, а вы станьте, как мы. Однако китайские правила все же имеют место быть. В ходе строительства инфраструктуры с использованием китайских денег должно использоваться исключительно китайское оборудование или же привлекаться китайская рабочая сила. В этой связи важно отметить, что страны Центральной Азии пытаются работать с большим количеством государств, чтобы диверсифицировать свои возможности и сохранять баланс между внешними игроками. Сегодня свои форматы сотрудничества с регионом есть у многих стран. Си+1, разработанный в США, стратегия Евросоюза в отношении Центральной Азии, политика Индии объединяет Центральную Азию, диалог Центральная Азия плюс Япония, Евразийская инициатива Южной Кореи, Тюркский совет Турции. Соединенные Штаты, когда-то бывшие важным игроком в регионе, сегодня способны лишь реагировать на события, происходящие в центральноазиатских странах. В феврале 2020 года госсекретарь Помпео посетил Казахстан и Узбекистан, что за последние 5 лет стало первым визитом американского дипломата такого уровня в Центральную Азию. Визит был практически полностью посвящен Китаю. Помпео говорил о том, что центральноазиатским странам надо перестать сотрудничать с китайскими компаниями и активнее критиковать политику КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, Помпео обещал выделить Узбекистану $1 миллион в качестве помощи на реформы в финансовой сфере. Для сравнения, объем грантовой помощи Китая Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в 2016 году превысил $1,5 миллиарда. Китай наращивает влияние в сфере безопасности Центральной Азии не для того, чтобы вытеснить оттуда Россию. Тут нет ничего общего с большой игрой времен российско-британской конкуренции за регион. Скорее, Китай просто стремится лучше защитить свои интересы, в чем нет ничего удивительного. Кремль может либо смириться с этим, либо Москве придется менять свою стратегию в регионе. Сотрудничать с Китаем там, где интересы совпадают, одновременно с этим думая, как уравновесить политическое влияние Пекина. Очевидно одно – достичь этого получится только если одной из целей России станет укрепление суверенитета стран Центральной Азии перед лицом Китайской Народной Республики. Таким образом, растущая зависимость от Китая будет и дальше сокращать странам Центральной Азии пространство для маневра в отношениях с Пекином. КНР нужны уже не только доступ к ресурсам. Страна стремится укрепить свое военное присутствие в регионе. Это видно по размещенным китайским пограничникам в Таджикистане. Новая реальность ставит под вопрос нынешнюю формулу российско-китайского взаимодействия в Центральной Азии. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Также по ссылке в описании вы можете перейти в наш Telegram или оформить спонсорскую подписку и получить доступ к эксклюзивному контенту, стримам, еженедельным дайджестам и уникальным документам. До новых встреч!